Трагедия случилась в 2016 году. Она никого не оставила равнодушным. Этот вопрос уже постфактум изучали биологи и приматологи. Им были озадачены любители животных и просто неравнодушные люди. Харамби – 17-летний самец западной низменной гориллы. Он попал в зоопарк при ботаническом саду Цинциннати в сентябре 2014 года. Массивный примат отличался явными признаками лидера и предводителя стаи. Поэтому совсем неудивительно, что Харамби сразу же отправился изучать существо, которое попало в среду его обитания и барахталось в его рву. Изначально Харамби был интересен ученым. Одной из задач причастных лиц было изучение его поведения в неволе и возможность проецировать поведенческие особенности ему подобных в условиях зоопарка. С ним проживали две самки, 21-летняя Чуи и 22-летняя Мара. Этой компании не хватает шумных выдр, которые могли бы развеселить друзей и полностью занять их внимание. Тогда трагедии могло бы и не случиться. Назвали примата в честь произведения Боба Марли, которое он исполнял вместе с Ритой Марли. Его имя дословно значило «работая вместе во имя свободы». Но его свобода трагически оборвалась в 2016 году вместе с жизнью. 28 мая 2016 около 16:00 трехлетний мальчик, стоя возле вольера, твердо заявил, что хочет к гориллам. Это слышали стоящие рядом люди. Не ясно, что делала его родительница, но ребенок преодолел метровый забор, 1,2 метра зарослей и упал в ров, находящийся в среде обитания горилл. Дальше все происходило, как в страшном фильме. Харамби подошел к ребенку, барахтающемуся в холодной воде. Ребенок в тот момент уже заметно промок. Горилла стала вытаскивать мальчика из воды. Поистине ужасающая картина, где огромная обезьяна хватает ребенка и куда-то тащит. Однако позднее об этих действиях гориллы высказалась приматолог Джейн Гудол. Она сказала, что, судя по видео, Харамби пытался помочь ребенку. К тому же известны в зоопарках случаи ксенофилии особенностей приматов, которая подталкивает их помогать людям. Другое мнение было у служащих зоопарка. Один из них выстрелил в примата. Мужчина был уверен, что действовать нужно было быстро. По его мнению, транквилизатором тут было не помочь, ведь пока препарат подействует, горилла, вероятнее всего, нанесет ребенку вред. Тем более, что укол мог разозлить этого мощного зверя еще сильнее. С ним соглашается и директор зоопарка. Он утверждает, что ребенка волокли. Он бился о бетон. Ему грозила опасность. Полиция и прокуратура расследовала инцидент, пытаясь отыскать виновных. Состоялись пикеты, которые осуждали действия зоопарка. Защитники прав животных сокрушались о том, что могучий примат погиб на второй день после своего 17-летия. Еще долго не утихали споры между биологами и приматологами, стоит ли содержать приматов в неволе и в непосредственной близости от людей. А как вы считаете, должны ли нести ответственность за трагедию лишь служащие зоопарка или родители ребенка тоже проявили халатность? Ждем ваше мнение в комментариях.